что самое прекрасное, когда приходит гость? Это то, что может наконец-таки сесть и отдохнуть. Но на самом деле это, конечно, шутка. Самое прекрасное, когда приходит гость, это общение с гостем, к тому же с таким великолепным. Александр Рыбак! Все упали в обморок немедленно. Привет. Приветствую. Все равно же можно отдохнуть. Все, да, Сидим же. теперь уже все, расслабон, начинаем отдыхать. Друзья, перед тем, как мы приступим общаться с Александром, я вообще скажу, что он однажды произвел неизгладимое впечатление на весь коллектив телеканала РУ-ТВ. Все дело в том, что он участвовал в записи одной программы, был очень уставший. Да, был очень уставший и сказал: скажите, а можно я во время интервью сниму ботинки, просто чтобы ноги отдохнули? Мы сказали: конечно. В итоге интервью закончилось, Александр ушел, и потом через минут 15 только вернулся и сказал: я же у вас ботинки забыл. После этого мы его запомнили как самого, ну, какого-то, не знаю, Самого откровенного, самого уставшего и такого... Но сейчас я не уставший. Не уставший, все. Да. И в ботинках не забудет сегодня. Конечно, вот. Саша, ну, во-первых, поздоровайся со всеми теми людьми, которые так долго ждали этого. Здравствуйте. Мне всегда очень приятно быть в Москве. И особенно, конечно, у вас на РУ-ТВ. Я надеюсь, что я буду чаще и чаще в Москве сейчас. Особенно, когда я уже стал сочинять на русском языке. Вот. И потихонечку мы как раз переходим к теме того, что Александр-то пришел не просто так. Он пришел с котиком. С песней «Котиком», да. Песней «Котик». Эту Да. песню как раз-таки ты сам и написал. Да, это, во-первых, я специально звук попробовал найти именно для русской публики. А во-вторых, это первая песня, которая специально на русском языке я старался, в рифму даже у меня получилось. Раньше у меня были, конечно, переводы русские от английских песен, но это, во-первых, не я Это не писал, то. а во-вторых, это переводы все. А сейчас я вот... И не только что вышел Саша погулять и на скрипке стал играть, а вот я даже очень доволен. В принципе, это этими твой песнями. следующий Да, хит, может да. быть, вышел Саша поиграть на скрипке а погулять начал на скрипке играть. Так вот, кто этот котик? Про кого ты поешь? Кто она, кто он? Или это прям про живого котенка? Ты просто помни, пожалуйста, что у меня русский не совсем совершенный, так что то, что я про котика, это очень даже нечаянно, случайно. То есть просто ты использовал слова, которые ты знаешь. Которые я знаю, да. Все туда Весь впихнул. мой словарь я спробовал, да. Так что, Отлично. То есть песня состоит из полностью комплиментов каких-то там. Значит, Солнышко, котик, да, любимый. но все-таки не хотелось слишком, чтобы банально Да, было. это же мы Чуть-чуть мужики банально, и люди серьезные уже всё-таки. привыкли, что от меня такие простые тексты. Но все-таки хотелось, чтобы чуть-чуть со смыслом. Я про вот жизнь артиста, что очень трудно, даже когда влюбишься, все равно сразу пробуешь разлюбиться, потому что знаешь, что нужно все время гастролировать. У меня новые страны каждую неделю. Я не хочу, чтобы девушка ждала меня там и Это картошку чистила. Но я вот Это начал... тоже единственное, что Александр знает, что девушки делают, Это ждут и картошка. чистят картошку. Да, Это в- тоже вы в в песне нижнем белье, услышите, по в всей нижнем видимости. Котик, ты чистишь картошку и ждешь. Но это, Уже третья в песня. принципе, Ты так в много идей принципе, дал. похоже. Так что я начал писать. Давно я решила, что больше не влюблюсь никогда, да, поэтично. А тут явилась ты, мой котик. И вот я вот так завис, подумал, да, котик, котик. Да, Хорошо котик, котик. подумал. О, и подумал, вот так вот и будет песня котик, котик, котик повторяться. Отлично, Очень легко. друзья. То ли песня про котика, то ли про икоту, и котики, котики, котик. Так вот, прямо сейчас мы со всем этим познакомимся. Я скажу честно, очень долго ждали новую песню от Александра, и наконец-таки он прямо сейчас ее презентует, и не только песню, но и клип. Смотрим все вместе. Ура! Давно решил, что не влюблюсь я больше никогда. А тут явилась ты, мой котик, 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 котик. Был независим, а сейчас так скучно без тебя. Ты сердце разрываешь, с моей душой играешь. И я не против, пусть смеются люди надо мной. Но стоит только мне уснуть, мой зайчик, зайчик, зайчик. Ты тут как тут и вырастают крылья за спиной. И над землей летая, я об одном мечтаю. А может быть сможем мы разорвать оковы сна и вместе будем навсегда. И может любовь поможет в реальность превратить волшебный сон, в котором только мы вдвоем.
утра до ночи не могу не думать о тебе. Ложусь пораньше спать, мой котик, 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 чтоб на короткий миг побыть с тобой наедине. Кручусь, уснуть пытаюсь, но тут же просыпаюсь. И пусть твердят, что мы не будем вместе никогда, что так бывает лишь во сне, мой зайчик, зайчик, зайчик. Но для тебя я сдвину горы, осушу моря. Одно я точно знаю, лишь о тебе мечтаю. А может быть сможем мы разорвать оковы сна и вместе будем навсегда. И может любовь поможет в реальность превратить в волшебный сон, в котором только мы вдвоем. И вот однажды утром не успел открыть глаза, а ты стоишь передо мной, мой котик, котик, котик. С тех пор твою ладонь не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря мечтаю. А может быть сможем мы разорвать оковы сна и вместе будем навсегда. И может любовь поможет в реальность превратить в волшебный сон, в котором только мы вдвоем. Может быть сможем мы разорвать оковы сна и вместе будем навсегда. И может любовь поможет в реальность превратить в волшебный сон того, кто по уши влюблен. Ох, друзья, поздравляю я вас с премьерой. Представляю, какое количество девушек сейчас дралось перед телевизором с криками: это он мне посвятил песню, это он про меня пел. Так, ну что мы можем понять из этого клипа? Во-первых, Александр не расстался с скрипкой, а во-вторых, так и не начал расчесываться, потому что все время у него на голове этот беспорядок. Скажи, у тебя когда-нибудь в руках расческа была? Вот была у тебя когда-нибудь прическа такая прям прилизанная какая-то? Ну, иногда я Бывало, участвовал да? там в «Танце со звездами» в А, и там Швеции, и надо тогда было нужно было. Но мне не нравится, когда у меня здесь штора такая появляется, так что я лучше ее вот так прячу. Ну, отлично, давай пару слов относительно клипа. Как мы поняли, снимал ты это в Москве. Конечно, в Москве. Для нас-то это обычная картинка, а для тебя, наоборот, как раз-таки абсолютно необычная. Что за девушка была? Может быть, как-то у вас там что-то куда-то переросло? Я уж не знаю, расскажи. Не, ничего там не росло. Я просто рад, что я работал с самыми талантливыми людьми в России, в Москве. Рустам Романов, он очень хорошо, у него хорошая идея, но режиссер. Это режиссер. Да. И он еще прислушивается в процессе. Это очень важно. Это очень трудно работать с примадоннами, которые все, вот я прав, лучше и так, всё да, это потому знаю. что хватит, что я уже так. Так что мне нужно работать с людьми, Так. которые ко мне прислушиваются. Девушку кто выбирал, Вот. ты или же режиссер? Рустам, конечно. Я сразу ему доверился. И самое главное, нам было не только красивую найти. Во-первых, она, конечно, безумно красивая, но еще нужно было, чтобы с ней легко работать. И уже второй уже забыл. Ну, чтобы она хорошо что она играла. хорошая актриса. Вот да, именно, потому что она- девчонок-то красивых много, но Нужно они найти девушку, играть которая не может умеют. делать вид, что я ей нравлюсь. А ты не почувствовал там на площадке, может быть, это действительно так и было, на съемочной площадке, что ты ей начал в определенный момент нравиться? Не знаю, у нее парень... Смотрите, все довольно- сразу же пробил, значит так, есть парень, нет, парень сразу есть. же. Ну, всё. у нее парень. Ну, я понимаю, я говорю, пробил, узнал, И чтобы вот, не было проблем. Ну, хороший человек, и там стояло, конечно, в контракте, что нельзя целоваться с ней. Но и мне как-то сразу хотелось в это перевернуть, так что
я сказал, что со мной тоже нельзя Да, целовать. да, Так что вот сразу, у когда меня слишком близко, контракт. тогда я вот это па-па-па-па-па, нельзя. Ну, Котик. отлично, великолепная песня, огромное количество комплиментов там, девушкам, я уверен, будет нравиться. И, девчонки, наконец-таки, вы можете заказывать эту композицию у нас в программе «Стол заказов». Мы с удовольствием будем ее ставить. Ну а прямо сейчас мы насладимся группой, которые стали прорывом года на 5-й юбилейной премии телеканала РУ-ТВ. Это М-бенд. После этого мы вернемся сюда в студию и продолжим общаться с Александром Рыбаком. Интересно. Ну что ж, друзья, мы вновь в прямом эфире. Как я и обещал, Александр Рыбак никуда не ушел. Конечно, у него нога пристегнута наручниками к стулу. Куда же он убежит? Только что демонстрирует, что В не этот раз в пристегнут. ботинках даже. Да. Да. Ну что же, я хотел, знаешь, что у тебя спросить? Совсем же недавно был конкурс Евровидения, где Полина Гагарина заняла второе место. Ты скажи, ты после своего выступления продолжаешь следить за Евровидением? Или для тебя этот конкурс уже все в прошлом? Нет, конечно, я всегда буду благодарен этому конкурсу и за Евровидение сейчас каждую неделю в новой стране. И иногда слежу за конкурсом. Конечно, я всегда надеюсь, что какие-нибудь неформатные артисты выиграют, потому что это же почти последний конкурс, где можно просто вот свою музыку от сердца, не фабрику, а вот свою музыку делать. Так что для меня вообще-то Полина из России и парни из Италии были самые такие настоящие победители Евровидения. А песня Швеции, просто это был очень хороший номер, я бы сказал, самый лучший. Ну, это нормально, что победила эта песня. Хотя мы знаем же, что голосование было за Италию. Так что зрители за Италию проголосовали, а жюри все-таки пробили своих. Так что это, я думаю, первый раз в истории. Когда я участвовал, такого не было. Ну, отлично. Скажи, а зачем ты еще вообще следишь? Вот если не за Евровидением, может быть, ты за политикой следишь, либо за новыми исполнителями. Вот с чем ты занимаешься в свободное от работы время? Понятно, но вот именно на какие сайты ты заходишь? Ну, помимо тех сайтов, куда нельзя нет, детям это заходить. Xbox. Это ты показал Да. Xbox. Я думал, ты думаешь, это iPhone. девушка? Не, я думал, девушка слишком тоненькая, маленькая. Xbox, Да. рубишься в игрушки. Конечно. Какие в основном нравятся? Это драки, футбол, гонки? Ну, я бываю дома, в этом году я уже дома побывал 20 дней, представляешь, если не больше, это уже рекорд. Это После прошло Евровидения ровно это полгода, рекорд. то есть Да. тебя дома не было 5 месяцев. Так что я очень рад вникнуть в такие истории хорошие, где можно забыть про свои проблемы. Я так вот вдохновляюсь телесериями, сериалами, видеоиграми. В FIFA играешь? Ну, я-то не играю, но я прекрасно Ну, ты знаю, знаешь что это про такое. это, да. Да-да-да. Футбол, значит, ты И предпочитаешь? Nintendo, Марио и так далее. Так В что общем, и здесь... в общем, Александр все так же молод, играет в игрушки в свои 29 лет, правильно делает. И Лего, знаешь, конструктор О, Лего, я это этим вообще. занимаюсь, потому что я же тексты пишу, не только музыку пишу, а Да. тексты. Музыка мне очень легко приходится, а тексты иногда я На застреваю. русском тяжело или, в принципе, и Вообще, тяжело? на английском. Мне очень хочется, чтобы это все со смыслом было. Иногда я совсем застреваю, правильно? Абсолютно правильно. Да. И тогда вот Лего меня напоминает, что самые такие большие шедевры начинаются с маленькими кусками. Так Ах что ты я вот- философ, ты эдакий, насколько же умный человек-то у нас в гостях. Вот смотри, ты знаешь, тебе Надежда спрашивает. Добрый день, Александр, вот подскажите, пожалуйста, что вы делаете, когда неохота заниматься каким-то делом, какая у вас мотивация? Вот, то есть ты просыпаешься и понимаешь, что впереди же еще 14 стран, и неохота. Как ты себя заставляешь? Я всегда себя напоминаю о том, что мне это когда-то очень-очень хотелось. И сейчас я вообще-то живу мечту, living the dream. Так что иногда, конечно, и это надоедает, и то надоедает, но самое главное вот помнить, что я сам себе обещал 2-3 года назад. Абсолютно Или верно, 10 лет абсолютно назад. верно, потому Да. что многие люди мечтают, когда добиваются чего-то, уже садятся и говорят: о, так это вот Ну да. так, не хочу. Почти Нет, как друзья. почти как жениться. Да, Ну да. абсолютно верно. Хочешь жениться, потом хлоп, кольцо появилось, и все, уже хочется разводиться. Бывает и такое. Не знаю, как у вас там в Норвегии, у нас В Норвегии, да. разводится Я часто, уже да? должен был, я уже вообще-то должен был быть, мне уже 29 лет, я уже должен быть на мой третий
жене сейчас, а я еще даже первую свою не знаю. Так что вообще-то Давай ужас. прочитаем еще одно сообщение. Саша Рыбак, тебе передают привет твои симпатичные поклонницы из Москвы. Ангелина, Маргарита, Наталья и Дарья. Ты наш котик, Саша Рыбак. Скучаем и ждем в социальных сетях. Мяу! Слушаем Спасибо. твою новую красивую песню и смотрим клип. Продолжают Спасибо одолевать большое, девушка. девчонки. Отбиваешься от них. И особенно симпатичные. Да, Да. видишь, как они комплиментами тебя засыпают. Отбиваешься от них, либо наоборот, только рад, когда вокруг тебя огромное множество бегает людей и говорят, пожалуйста, сфотографироваться. Знаешь, что расписаться». у меня фанатки девушки, да и парни тоже, они не только симпатичные девушки, они еще и умные, они понимают, воспитанные. когда я вот так вот очень целенаправленно иду на интервью, они понимают, так, Сашу лучше сейчас не трогать. Торопится. А иногда мне наоборот очень приятно их обнять, сфотографироваться, Ох. автограф написать, чтобы не Девчонки. забыть свое имя. Девчонки будут ждать этого момента, когда смогут они обнять Александра. Ну а мы сейчас будем обнимать телевизор, потому что прямо сейчас будем смотреть на выступление Полины Гагариной. О, выступление, правда, класс. не с Евровидения, а с премии телеканала РУ-ТВ. Ну, Полина же всегда великолепна, так что смотрим. Будут вопросы? Ну что же, прямо сейчас мы целую студию посвятим вопросам, которые наши зрители оставляли ВКонтакте. И вот Виктория почему-то знает твою жизнь очень хорошо, и она написала, Саша, она не спрашивает, она утверждает, ты любишь парки аттракционов? Знаю, что да. Какой твой Ой, любимый Виктория аттракцион? очень хорошо меня знает. Откуда ты? Не Откуда? знаю. Катались вместе? Ты правда любишь аттракционы? Обожаю. Ты что? Когда уже такой избалованный парень, как я, и уже к всему привык, да, уже подарки мне приходят каждый день. Цветы, все, да, там, все мягкие игры, игрушки. приставки Nintendo, PlayStation, все. А вот это вот, Ага. это же не каждый день Но получится. тебе нравится прям самое Обожаю, страшное. да, самое прям экстремальное. Чем Но экстремальное, где я не могу ничего неправильного сделать. Например, где с тебя пара- привязали, с параш- обмотали и все. Да, с парашютом, например, я бы я сам себе не доверяю. Вдруг я что-нибудь на какую-нибудь неправильную кнопку там нажму, и парашют Ну и с сел. инструктором не хочется прыгать. Зачем нужно, чтобы какой-то мужик сзади Да, был? да, Я прекрасно согласен. понимаю, я тоже не очень А этого давай хочу. найди, можно, я тебе разрешаю все вопросы спрашивать. Все вопросы. Хорошо. Всегда какие-то пошлые Вот тоже есть. Кристина, они вообще пошлого ничего не спрашивают. Да? Кристина спрашивает такое, Саша, на каком языке ты думаешь, на русском или на английском? Ой, сейчас вообще на норвежском подумал. На норвежском сейчас подумал. Ну, хороший вопрос. Каша у него в голове. Я стараюсь, кто спрашивает, Кристина, да? Спрашивает Кристина. Надеюсь, Кристина поможет, и все другие фанаты помогут мне побольше и больше на русском думать и разговаривать. Отлично. Вот, на самом деле, Александр только что хотел чего-нибудь пошлого, Когда я так говорю, как зрители... Нет, не, извини, Не неправильно. не хотел, да? Это А не уже та- деваться некуда, где-то- Александр, ты уже бросил удочку. Я говорю не пошло, Не, я у нас просто редактор, Ладно, она хорошо. твоя поклонница, и она сразу же спрашивает в лоб. Она говорит, какая любимая поза при занятии любовью? Ну, хотел ты вот откровенный вопрос, на. При занятии любовью, вот Так. такая вот, когда вот Это стоя, обнимаешь. сидя или как? Ну, любовь же, это может быть просто, чтобы обнимаешь девушку. Ага, вот это в я одежде. самая Я любимая. понял, я Конечно. понял. Так. А я неправильно сказал, не пошлое, всегда есть что-то такое негативное. Это тоже это мне негативно. Негативного нравится. ничего не пишут. Вот, Да, например, нереально. привет, Александр, Боятся? за какой футбольный клуб вы болеете? Это уже, кстати, негативно. Сейчас я половину фанатов потеряю. Но я обожаю Баварию. Мне очень нравится, как у них все по плану, у них все структура. Знаешь, как они играют, да? Ну, приблизительно. У них нету таких звезд, ну, кроме Робина. Но они так вместе хорошо играют, они тренируются все, у них план есть. И мне также нравится, в том же деле нравятся музыканты и артисты тоже, у которых есть план. Не просто, которые в подвале там что-то такое попробовали и вдруг на YouTube. Мы же везде сейчас видим, что все новости, как на YouTube, все новые звезды рождаются. Именно, что они так нечаянно что-то Да, сделали. Мне это не абсолютно. нравится. Мне нравится, как люди усердно работают. То есть пишут альбом, с альбома они говорят, вот эти 3 песни я буду снимать клип и так далее. Четкий, выверенный план, что который... каждая песня продуманная, что они музыканты, не только на какие-то кнопки нажали, а знают, как выступать. Ох, прекрасно! Как Бианка, как Меладзе, Киркоров, они все артисты, они музыканты, у них вкус. Это точно. Ну что же, Александр, как бы приятно не было с тобой общаться, но, к сожалению, время-то у нас
не резиновая. Именно поэтому, смотря вот в ту камеру, нужно пожелать что-нибудь нашим зрителям, твоим поклонникам. Ну и вообще расскажи о себе все, что ты хочешь. Ой, абсолютно все вам сейчас расскажу. Я очень рад, что вы следите за мной, за моим творчеством. Сейчас будет побольше творчества на русском языке. Спасибо, что вы за нами сегодня следили. И я желаю вам много сна, потому что почему я сегодня такой позитивный? Потому что я выспался, и я вам это тоже самого желаю. Самое главное — это сон и здоровье. Вот отлично. Саш, спасибо тебе огромное. Мы будем ставить, даже если твой клип заказывать не будет, а этого не будет, мы все равно его будем ставить, потому что ты прекрасный артист и прекрасный человек. Друзья, вы никуда не уходите, у нас еще впереди буквально 15 минут, а прямо сейчас наслаждаемся еще одним творением от Александра «Небеса Европы». Поехали. Приятно. Снова в путь дорогу небо зовет, сердце в груди скрипкой поет, и гуляют по бульварам столиц песни моей любви без границ. Лондон, Осло, Берлин, Москва, я пою и живу для вас. Небеса Европы плачут дождем, значит еще ты меня ждешь. Далеко-далеко ночью и днем сердце мое в небе твоем. Города и страны словно в кино я в рюкзаке ношу за спиной. Стала музыка судьбою моей, сердце летит следом за ней. Варшава,